Honda Prelude любого поколения при всем желании не сможет встать в один ряд с такими легендами японского автопрома, как Toyota Supra или Nissan GT-R. Другое дело, что Prelude никогда и не целился в конкуренты мощным заднеприводным купе с практически бесконечным, как выяснится позже, потенциалом для тюнинга. Тем не менее, Prelude является знаковой моделью в истории не только японской, но и всей мировой автоиндустрии, с весьма богатой историей, которой и посвящен нынешний выпуск «Автотрендов». К концу 70-х по всему миру сформировалась аудитория автолюбителей, которые не гнались за избыточной мощностью. Они просто хотели пошустрее, не забывали про топливную экономичность, не обладали внушительными суммами денег и не имели амбиций быть королями в потоке. Концепция переднеприводного, компактного купе с двигателем объемом до 2 литров им подходила как нельзя лучше. Именно в эту нишу целились создатели Прелюда. Мировая премьера модели состоялась на автосалоне в Амстердаме в самом начале 1979 года, но на местном японском рынке продажи стартовали 2 месяцами раньше, в ноябре 1978. Несмотря на то, что многие узлы подвески были позаимствованы у набирающей популярность модели Accord, Prelude не был соплатформенником своего старшего брата. Несущий кузов разрабатывался специально для нового автомобиля. Независимая подвеска всех колес, короткая колесная база всего в 232 см и небольшие крутибельные рядные четверки наделяли автомобиль достойными показателями динамики и управляемости, не делая при этом водителя слишком частым клиентом заправочных станций. На выбор предлагались 2 мотора. 1,6-литровый восьмиклапанник мощностью в 80 лошадиных сил и чуть более серьезный двигатель объемом в 1,75 литра с 3 клапанами на цилиндр и отдачей в 90 сил. Агрегатировались они либо двухступенчатым автоматом, который практически сразу был заменен на трехступенчатый, либо 5-ступенчатой механикой, которые передавали крутящий момент на передние колеса. Цифры мощности воображение не будоражили, однако при массе всего в 900 кг и длине чуть больше 4 метров их было вполне достаточно, чтобы не заснуть за рулем от скуки. На американский рынок поставлялись комплектации с двигателем в 1,75 литра, задушенным в угоду экологическим нормам до 72 лошадиных сил. До 100 километров такая машина разгонялась за 13 с небольшим секунд, а потолок скорости составлял 165 км в час. Версии для Японии и Европы были, понятное дело, быстрее. Дизайн, который создали Шинья Ивакура и Хироши Кизава, был с одной стороны всецело в духе своего времени, с другой в нем однозначно угадывалась японская школа автомобилестроения. Стоит напомнить, что в те годы все производители из страны восходящего солнца были еще в поисках собственного дизайнерского языка и порой не гнушались заимствования, если не сказать откровенного цитирования своих прямых конкурентов из-за океана. Короткая корма вкупе с длинным капотом играли на спортивный имидж, даже при столь скромных габаритах. А жабры на капоте и умеренная площадь хромированных элементов подчеркивали спортивный характер. Наклонная линия остекления добавляла стремительности в облике. Номинально автомобиль был 4-местным, но все мы понимаем, что в таком форм-факторе задние сиденья подходили разве что для перевозки не шибко объемной поклажи или маленьких детишек. В базовое оснащение входил люк на крыше и гидроусилитель руля, что было редкостью не только в данном сегменте, но и вообще. Американский журналист Брок Йейтс, тот самый, который написал знаменитую биографию Энцо Феррари, следующим образом описал свои ощущения от знакомства с автомобилем. С какой стороны не взглянуть, это замечательная машина. Как и любая модель марки Honda, Prelude — это воплощение технологичности, и по этому параметру его может превзойти, пожалуй, только Mercedes-Benz. Вслед за отличной прессой пришло и народное признание. С конца 78 по 82 включительно с конвейера сошли 313 тысяч экземпляров, при том, что 80% тиража пришлось на импорт. Японская экспансия на мировые рынки набирала обороты. Осознав весь потенциал модели, топ-менеджеры Honda решили не почивать на лаврах, несмотря на финансовый успех модели, и не затягивать с ее развитием. Второе поколение, вышедшее в Японии осенью 82 года и показанное остальному миру весной 83-го, отличалось от первого радикально. Это был совершенно другой автомобиль. Колесная база раздалась до 245 сантиметров, а общая длина превысила 4,3 метра. Знатно увеличилась и площадь остекления.
появились модные тогда фары-лягушки, призванные снизить коэффициент лобового сопротивления на благо аэродинамики. Силуэт с длинным капотом и коротким багажником остался на месте, благодаря чему машинка теперь больше напоминала, с позволения сказать, мини-гран-туризмо, нежели привычный спорткомпакт. В соответствии с существенной прибавкой спортивности в облике увеличилось и поголовье скакунов под капотом. В течение 5-летнего жизненного цикла модели на выбор покупателей предлагались 4 мотора. От карбюраторной 1,8-литровой четверки с 3 клапанами на цилиндр и мощностью в районе 100 сил, до 2-литрового 16-клапанного агрегата с электронным впрыском топлива, чья отдача для внутреннего японского рынка достигала уже вполне серьезных по меркам класса 160 кобыл. Мощность для поставляемых в Европу машин была снижена до 137 сил по все тем же соображениям экологических норм, которые на тот момент в Японии не были такими строгими. В 130-сильной версии до 100 км купе массой немногим больше тонны разгонялось за 9,5 секунд. Для Штатов энерговооруженность и вовсе урезали до 110 сил. Добавьте сюда АБС, опциональную 4-ступенчатую автоматическую трансмиссию, широкий выбор оснащения по салону, и мы получим автомобиль, который покрывал запросы потенциальных покупателей ниши небольших спортивных двухдверок едва ли не полностью. И цифры продаж в этом случае говорят сами за себя. 172 тысячи представителей первого поколения было продано только лишь в США. Второе же разошлось на том же рынке почти вдвое большим тиражом. Разрабатывая третье поколение, вышедшее в 1987 году, инженеры с дизайнерами принялись развивать успех с удвоенной силой. И если внешне разница между вторым и третьим была не столь серьезной, нежели между вторым и первым, то с точки зрения технологий конструкторы Honda пошли, что называется, all-in. Однако на экстерьере все же стоит остановиться отдельно. Благодаря заваленному на 18 градусов двигателю удалось занизить линию капота на 3 см, что сделало профиль более клиновидным, а коэффициент лобового сопротивления составил впечатляющие 34%. К задней же светотехнике добавилась так называемая бленда, или, как нынче принято говорить, монобровь, благодаря которой фонари сливались в единую линию по всей корме. Если сейчас данный прием нещадно эксплуатируется на всех китайцах без разбора, то во второй половине 80-х этот дизайнерский изыск был действительно в новинку и добавлял несколько очков к харизме машины. Номенклатура силовых установок осталась без особенных изменений. Предлагалось множество конфигураций двигателей под условия различных рынков, но все их можно разделить на две больших группы. Карбюраторная 2-литровая четверки с 3 клапанами на цилиндр мощностью порядка 100 сил и инжекторная 2-литровая моторы с двойными верхними распредвалами и отдачей от 135 до 160 лошадей. Для Америки предлагалась 2,1-литровая версия мощностью в 140 коней. Изюминкой же модели стало первое в мире полноуправляемое шасси, устанавливаемое на легковом транспортном средстве для дорог общего пользования. Поворачиваемые задние колеса, завязанные механически на свой собственный редуктор, ощутимо добавляли управляемости на высоких скоростях, поворачиваясь в ту же сторону, что и передние. Но при выкрученном более чем на 140 градусов руле они поворачивались в обратном направлении, повышая маневренность при парковке. Шутка ли? Во время тестов в скоростном слаломе, проведенных журналистами Road and Track в 1987 году, Prelude превзошел все машины, до которых дотянулось авторитетное издание в том году, включая Porsche, Ferrari и Chevrolet Corvette C4. Вот так, начав с компакта для тех, кто любит немножечко погорячее, спустя 10 лет Honda ворвалась на территорию признанных грандов, чья родословная набита до отказа сумасшедшим количеством спортивных достижений. В самом конце десятилетия модель пережила незначительный рестайлинг, а в 1991-м была снята с производства. Завершение выпуска третьего поколения оказалось самым что ни на есть своевременным, так как веяния в дизайне изменились радикально. А учитывая пережитый успех, роль догоняющих попросту не могла уже удовлетворить амбициям японской компании. Нужно было двигаться дальше, не снижая оборотов. Новая Honda Prelude 4-го поколения более чем серьезно отличалась ото всех своих предшественников.
Технически мы имеем все то же небольшое переднеприводное купе с прицелом на динамику и управляемость, с высокооборотистым атмосферным 4-цилиндровым мотором. Но на стыке 80-х и 90-х дизайнерская мысль в сфере гражданских автомобилей изменилась действительно радикально. Все то, что еще лет 5 назад казалось вершиной прогресса, вмиг стало пережитком прошлого. Автопроизводители со всего света, желающие оставаться в тренде и имеющие на это финансовые возможности, подкрепленные инженерным потенциалом, с головой бросились воплощать в дорожных машинах всех ценовых сегментов идеи, которые, казалось бы, совсем недавно могли быть реализованы исключительно на концепт-карах, одна из основных функций которых — удивлять публику, пришедшую поглазеть на новинки автопрома. Эпоха сменилась будто бы по щелчку пальцев. И на примере Prelude эту тенденцию не разглядит разве что слепой. Если до этого модель развивалась с точки зрения технологий, медленно, но уверенно подстраиваясь под господствующие на рынке тенденции, то в случае с 4-й генерацией мы имеем дело с принципиально иным прочтением этого самого небольшого переднеприводного купе, которое было представлено в Японии в сентябре 91 года, а в начале 92 в Европе и Америке. Во-первых, налицо полный отказ от так называемого оригами стиля с рубленными гранями и клиновидным силуэтом. Во-вторых, фары лягушки также остались за бортом. Кузов в целом стал гораздо более округлым. Головная оптика растянулась на 2/3 передней части, в то время как задняя, наоборот, приняла вертикальную направленность. Хищная морда с рельефным капотом плавно перетекала через линию покатой крыши, переходящей в высокую корму. Несмотря на по-прежнему стремительный силуэт, во всеуслышание заявляющий о спортивном характере модели, площадь остекления по-прежнему осталась на достойном уровне, если не учитывать, что прозрачный люк был заменен на стальной. Японской школы дизайна в новом облике Прелюда, созданном Юкио Коросу, определенно стало поменьше, так как цифры продаж предыдущих поколений наглядно показывали, что ориентироваться нужно отнюдь не на местный домашний рынок. Техническая часть также не осталась без изменений. Опциональная система с задними подруливающими колесами обзавелась электронным управлением. Подвеска претерпела ряд доработок, несмотря на то, что ее архитектура осталась по сути той же. Ну и как же можно было ворваться в новое десятилетие без основательного пересмотра того, что скрывалось между передними лонжеронами? Объем базового двигателя с одним распредвалом сверху был увеличен с 2,1 до 2,2 литра. Его мощность составила 135 кобыл. Но изюминкой и тем самым граалем для почитателей марки Honda стал 200-сильный мотор H22A1 с двумя распредвалами в головке блока и новой системой изменяемых фаз газораспределения VTEC, которая впоследствии станет чуть ли не самой знаменитой фишкой Honda. VTEC обеспечивал относительно ровную для атмосферных моторов полку момента в широком диапазоне оборотов. К слову, красная зона для двигателя начиналась с 7200 оборотов в минуту. Мало кто в Европе и США мог похвастаться подобными характеристиками, особенно если учесть, что речь идет пусть и о топовой версии машины, но машины отнюдь не топового сегмента. В 1992 году журнал Car and Driver собрал 8 различных купе с 4-цилиндровыми двигателями для сравнительного теста. В результате Prelude с двигателем мощностью в 160 сил занял второе место, уступив лишь полноприводному Eagle Talon. Nissan 240 SX, Ford Probe, Volkswagen Corrado и Toyota Celica GTS остались позади. Журналисты по достоинству оценили динамику и управляемость Prelude, резюмировав, что это идеальный вариант, если машина нужна ради удовольствия от вождения. Помимо этого, их подкупил дизайн интерьера, который местами очень сильно походил на местные автомобили совсем другого класса, известного как Personal Luxury. Кстати, об интерьере. Он получился лаконичным, крайне эргономичным и при этом ненавязчивым. Ненавязчивым ровно настолько, чтобы водитель не отвлекался от главного – получения удовольствия от вождения. Однако, несмотря на то, что автомобиль вышел в высшей степени целостным как по дизайну, так и по эксплуатационным качествам, гарантировал кучу эмоций водителю даже в версиях без самого мощного в линейке мотора. Общие цифры продаж поколения в Штатах впервые не достигли 100 тысяч, составив 98 627 экземпляров.
97-й модельный год стал для 4-го прелюда последним. Одной из причин падения продаж многие журналисты считают отсутствие возможности заказать V6. Казалось бы, зачем при наличии легкой четверки с удельной мощностью почти 100 лошадей с литра? Но реалии американского рынка всегда было сложно измерить общепринятым аршином, точнее, общепринятыми вне штатов кубическими сантиметрами. Тем не менее, руководство компании углядело причину просевшего спроса в другом – в дизайне. И на 5-м поколении случился возврат к тому самому угловатому оригами стилю, благодаря которому новая машина выглядела скорее не как 5-е поколение, а как параллельная ветвь 4-го, наступившего после 3-го. Ярко выраженных граней стало больше. Открытые передние фары повторяли своей квадратной формой те самые лягушки. Задние фонари, наоборот, растянулись над бампером, приняв горизонтальную направленность. Определенно, японской школы в этом было теперь гораздо больше, нежели в предшественнике. И вновь произошла резкая смена идеи во внешности вместо эволюционного развития модели. По железу все осталось плюс-минус так же, как было. Но вот близкая к идеальной для переднеприводного шасси развесовка в 58/42 в пользу передней оси 4-го поколения изменилась до совсем уж неоптимальных 63/37. Естественно, это неминуемо отразилось на управляемости. И чтобы хоть как-то побороть недостаточную поворачиваемость, была внедрена инновационная система ATTS, которая в повороте перекидывала больший крутящий момент на внешнее колесо. Также появилась автоматическая коробка передач с опцией ручного переключения, что добавляло определенного азарта за рулем. Салон же стал заметно проще. Все на месте, все удобно, но вот взгляду зацепиться не за что. Несмотря на все нововведения и разгон до сотни в районе 6,5 секунд, продажи продолжали сыпаться. В США немногим превысив 58 тысяч суммарно в период между 1997 и 2001 годом. Сейчас сложно сказать, почему конкретно 5-е поколение не выстрелило. Ведь в нем было все. Свой узнаваемый стиль и куча передовых технологий, воплощенных в железе за более чем адекватную цену. Отличный салон, который хоть и не блистал шиком, но в котором хотелось находиться. Уникальный для своего времени мотор с сочным пинком от переключения системы VTEC на высоких оборотах. Да и коробки передач работали на то же самое удовольствие за рулем. И тем не менее, 5-й прелюд провалился в продажах. И на этой немного грустной ноте можно было бы поставить точку. Но в 2023 году, более чем через 2 десятилетия после окончания производства модели, Honda презентовала 6-е поколение прелюд, которое в 2026 вроде как должно пойти в серию. Итак, что же нам показали? А показали нам горбатый лифтбэк с 2-литровой гибридной установкой мощностью в 200 кобыл, салоном от Civic и пропорциями скорее кроссовера, нежели купе. Не слишком выразительная морда и светодиодная полоса над задним бампером. В общем, все то, что мы видим на любом современном китайце уже года 3 минимум. Честно говоря, обсуждать тут нечего, да и не особо хочется. Поэтому давайте подытожим. У Honda с ее прелюдом в 5 оригинальных поколениях определенно получилось сделать много автомобиля задешево и внести огромный вклад в сегмент переднеприводных купе со скромными моторами. И получилось не просто сделать, а сделать это в своем стиле, местами идя наперекор общепринятым тенденциям. Зато в фарватере своих собственных идей. Было ли это финансово успешным? Безусловно. Ведь общий тираж прелюдов, проданных за 23 года на всех рынках, превысил 1 миллион 700 тысяч экземпляров. И судя по огромному сообществу людей, которые до сих пор живут этими машинами, для которых 7 тысяч оборотов в минуту не предел, а извилистые дороги – это естественная среда обитания, вышла успешно не только финансово. Вот только, как и многим другим известным брендам, перед тем, как пинать труп давно похороненной лошади, Honda стоило бы несколько раз подумать, нужно ли пачкать легендарное имя попытками залететь в новые тренды. Далеко не всем удавалось воскресить былое величие, возведя легенду на новый уровень. Получится ли у Honda с ее новым прелюдом? Простите, но надежд на это немного.
вряд ли найдется куча желающих стать владельцами очередного гибридного китайца с гордой литерой H на капоте. Не в этот раз, Honda, не в этот раз.